Здравствуйте, дорогие студенты, дорогие коллеги. Мы сегодня с вами изучаем тему, которая называется коротко «Амонимия». И вопросы к этой теме вы видите на слайде. И сразу давайте приступим к первому вопросу. Понятие об амонимии и понятие лексических амонимов. Что же понимается под лексическими амонимами? Термин амонимия происходит от греческих слов «омос», что значит одинаковый, и «онима» – имя. И амонимия как лексическая категория, вот это важно, это семантическое отношение слов, не связанных по значению, но совпадающих по своему написанию или звучанию. Итак, это лексическая категория, и это семантическое отношение слов, которые не связаны по значению, но совпадают по написанию или иногда звучанию. В отличие от полисемии, которую мы уже изучили, от многозначности, в отличие от синонимии и антонимии, которые являются системными, выражением системных отношений в лексике, амонимия – это внесистемное языковое явление. Это очень важно понимать. Это внесистемное языковое явление. Сам этот термин, вот то, что я сказала в начале, понятно было, что сам этот термин может и трактоваться очень широко, как синоним такому термину амофония. То есть охватываются всякие созвучия, всякие случайные звуковые и прочие совпадения, совершенно не связанные по смыслу. Вот Виктор Владимирович Виноградов писал, что как раз амофония охватывает все виды единозвучия и созвучия, и в сцеплении слов, да, там предлога, служебного слова и знаменательного, частей слов, в целых конструкциях и так далее. Я вот сейчас начала цитировать работу Виноградова, которая называется «Об амонимии и смежных явлениях». И именно эта работа вот во многом заложила такую основу понимания феномена амонимии и феномена лексических амонимов. И как раз именно Виноградов предложил под термином амонимия понимать все-таки не все виды случайных амофонных совпадений, но разные слова, разные лексические единицы, которые совпадают по звуковой структуре во всех своих формах. Разные слова, разные лексические единицы, которые совпадают по звуковой структуре во всех своих формах. Такое понимание амонимии дало толчок к появлению таких понятий, как лексическая амонимия и лексические амонимы. Итак, на слайде вы видите определение термина «лексические амонимы». Вы видите, да, это слова, дальше посмотрите, относящиеся к одной части речи и совпадающие по звучанию и написанию, но не связанные по значению. Например, слово «ключ», обозначающее металлический стержень определенной формы для отпирания и замыкания замка, и есть амоним «ключ», источник, родник. Или еще примеры прилагательных. Худой, тощий, неупитанный, и худой в значении рваный, дырявый, худые носки. Подчеркну, что далеко не все ученые выделяют в качестве важного критерия при определении лексической амонимии обязательную одинаковую чистеречную принадлежность амонимов. Например, Эра Васильевна Кузнецова и Дмитрий Николаевич Шмелев в свое время в определениях лексических амонимов не говорят об их одинаковой части речи, а вот Маргарита Николаевна Фомина, напротив, считала чистеречный критерий важным и для полных, и для частичных амонимов. Вот я употребила опять новые, ранее не звучавшие термины: полные амонимы и частичные амонимы. И мы переходим ко второму вопросу, который как раз и освещает в том числе понятие полные и неполные лексические амонимы, амоформы, амофоны, амографы и их отличия от лексических амонимов. Итак, центром лексической амонимии по Виноградову является полная и частичная амонимия, а периферию как раз составляют смежные с амонимией явления. Полными или по-другому абсолютными амонимами называются такие лексические амонимы, которые совпадают
в написании и звучании во всех, подчеркиваю, во всех грамматических формах. Это и уже приведенный пример со словами ключ и ключ, а также, например, кулак, вот сжатый кулак, да, и кулак в значении человек, да, зажиточный кулак. Амонимы, относящиеся к одной части речи, но совпадающие не во всех грамматических формах, относящиеся к одной части речи, но совпадающие не во всех грамматических формах, называют часто неполными или частичными амонимами. Кстати говоря, далеко не все ученые признавали частичные амонимы за лексические. Ну, например, Эра Васильевна Кузнецова пишет, что именно полная амонимия – это и есть, собственно, амонимия лексическая, а частичную амонимию она уже называет амоформами. Но для того, чтобы различить частичную лексическую амонимию и амоформы, надо все-таки учитывать фактор части речи. Лексические амонимы и полные частицы, частичные, неполные, все-таки относятся к одной части речи. Ну, давайте приведем пример частичных амонимов. Лук зеленый и лук спортивный. Первое слово не имеет формы множественного числа. Лук, да, как растение. Бор, дремучий бор, и бор, как химический элемент, наоборот. Тут второй амонимум в значении химический элемент не имеет формы множественного числа. Или вот такие амонимы. Настаивать траву и настаивать на решении задачи. Первый глагол является переходным, а второй нет. Словари амонимов, которые являются основным источником, да, наших знаний о том, какие есть амонимы в русском языке, и словари толковые, кстати говоря, включают лексические амонимы неполные, частичные, с неполным совпадением форм, но, повторяю, это обязательно слова одной части речи. Так что частичные амонимы, вот в таком понимании, мы тоже будем считать лексическими. Именно, повторяю, лексические амонимы и попадают в словари амонимов и в толковые словари. Но есть многочисленные смежные с амонимией явления, которые Виноградов называл амонимами структурного типа. И они представлены тремя основными разновидностями. Амофоны, амографы и амоформы. Обратите внимание на ударение в этих словах. Итак, амофоны. Ну, сам термин, вы слышите, да, вот перевести, если буквально, одинаковое звучание. Это действительно слова, звучащие одинаково, отличающиеся написанием, ну и, конечно, совершенно разные по значению. Например, сторожил села и сторожил огород. Лук и лук, лук и луг, да. Компания друзей, компания, и посевная кампания. Гриб, как болезнь, да, и гриб, лесной гриб и подобные. Амографы – это слова, которые одинаково пишутся, но различаются местом ударения. То есть у них одинаковая графа написания, да, омографы. Замок и замок, кружки и кружки, духи и духи и так далее. И, наконец, амоформы. Слова, совпадающие в звучании и написании только в отдельных грамматических формах и относящиеся чаще всего к разным частям речи. Вот это очень важный признак амоформ. Ну, например, печь пироги и затопили печь. Мой карандаш и мой посуду. 3 рубля и 3 сильнее. Да, глагол в повелительном наклонении. Пасть зверя и пасть смертью храбрых и так далее. Амоформы, так же как амографы, амофоны, это очень обширное явление, и примеров множество. Кстати говоря, вот это явление случайного совпадения, да, оно, звукового прежде всего и в написании, оно может проявляться не только на уровне лексики, но и на других уровнях языка. Ну, например, существует амонимия на грамматическом и словообразовательном уровнях. Вот только некоторые иллюстрации к тому, что я сказала. Вот вы видите пример на слайде. Александр Иванович Смирницкий приводил пример, ну, таких амонимов в кавычках. Это нулевые формообразующие суффиксы в словах лег и ляг.
где грамматическое значение суффиксов абсолютно разное. В первом слове «лег» – это прошедшее время мужского рода. Здесь нулевой суффикс обозначает как раз время и род, ну и единственное число. А во втором «ляг» этот суффикс выражает повелительное наклонение глагола. Такие морфемы еще Виноградов предложил называть омоморфемами. Омоморфемами. Еще примеры амонимии как словообразовательных суффиксов, так и формообразующих. Ну, например, суффикс «эль» в слове «шило», в существительном «шило», и здесь это словообразовательный суффикс, да, от глагола образуется «шило». И в глаголе прошедшего времени «шило», да, существительное «мыло» и глагол «мыло». Видите, да, звуковое совпадение в произношении, ну и это омофоны, да, ну и, разумеется, это суффиксы с абсолютно разным значением. Дальше пошли. Значит, третий наш вопрос касается того, если амонимия внесистемное явление языка, но такое распространенное, то как появляются амонимы в языке? Что за причины появления амонимов? Их возникновение объясняется разными факторами и разными причинами. Поэтому существует типология амонимов по происхождению. Первая группа – это так называемые этимологические амонимы. Причем там две подгруппы. Первая подгруппа, значит, этимологических амонимов. Это слова исконно разные, и амонимия возникла в результате случайного совпадения заимствованных слов с исконно русскими или заимствований из разных языков. Примеры приведу. Русское слово «брак» обозначает супружество. Немецкое слово «брак» обозначает недостаток и изъян. Ну, отсюда, кстати, рождаются каламбуры. Да? Хорошее дело браком не назовут. Вот это каламбур, связанный с совмещением значений амонимов русского по происхождению и немецкого. Русское слово «скат» обозначает наклонную поверхность, такой пологий спуск. И скат из скандинавского – это хищная морская рыба. Еще примеры. Мина. По-французски это недовольное выражение лица. И мина же из французского, вот смотрите, здесь амонимия такая, да, это взрывной снаряд. В персидском мат – это шахматная фигура. Отсюда и вот этот термин, да, в шахматной лексике шах и мат. И мат в английском – это плетеная подстилка. Ну и, наконец, мат в немецком – это тусклый и бледный. Отсюда мы имеем матовая поверхность, да, и так далее. Такие амонимы, вот эту первую подгруппу, этимологические амонимы, исконно разные, относят к лексическим амонимам. Вторая группа амонимов – это вторая подгруппа, да, среди этимологических амонимов – это исконно русские амонимы, возникшие в результате фонетических изменений в русском языке. Примеры. Лечу от слова «лететь». Лечу. Я лечу на самолете, да? Оно писалось с буквой «есть». И лечу от слова «лечить». Оно писалось с буквой «ять». 3 названия цифры и 3 повелительная форма глагола «тереть». Луг, слово «луг» писалось с юсом большим. И лук, да, и лук. Сегодня к этой паре амонимов добавилось еще одно, но оно уже не из русского языка, а это заимствование из английского «look» в значении «образ». Появление вот этого амонима обусловлено уже первой причиной. В современном русском языке вот такие слова типа «лук-лук», да, «три-три», «лечу-лечу» и так далее. Это либо омофоны, то есть совпадающие только в звучании, либо омоформы, совпадающие в отдельных формах. Вторая причина, и второй тип амонимов по происхождению – это словообразовательные амонимы. Это только производные слова. Речь идет только о производных словах. Во всяком случае, один из амонимов точно производный. Такие слова могут совпадать в звучании, в написании, в результате различных словообразовательных процессов. Возможно, амонимия основ. Например, перетопить и перетопить, оттопить.
за счет амонимии аффиксов и основ. Может быть образование от разных, но сходных производящих основ. Смотрите, критический. Первый амоним критический от слова критик и критический от слова кризис. Это может быть образование от одного слова, но соотнесенное с разными его значениями, то есть с разными значениями многозначного слова, и на выходе мы имеем два амонима. Выходить больного и выходить решение по инстанциям. Возможно, как вы видите, да, амонимия основ, но возможно и амонимия аффиксов, то есть образование с помощью многозначных словообразовательных формантов. Таких у нас множество, а в результате их использования мы получаем амонимы. Ну, например, суффикс «ник». Как известно, он может обозначать лицо, но он может обозначать и место. Отсюда ягодник – человек и ягодник – место, полное ягод. Возможно, звуковое и графическое совпадение производного слова и непроизводного. Ну, например, забор крови от глагола «забирать» совпало с существительным «забор», ограда, да, преимущественно деревенская. Кабачок уменьшительное от слова кабак, да, кабачок, такой небольшой кабачок открыли там на улице нашей, и кабачок – род тыквы с продолговатым плодом. Итак, вторая группа и второй тип амонимов по происхождению – это словообразовательные амонимы, возникшие в результате различных словообразовательных процессов. Амонимия возможная и основ, и аффиксов. И, наконец, третья группа – так называемые семантические амонимы. Как они образуются? Они образуются путем распада многозначности или распада полисемии. Когда вот существовало многозначное слово, а мы знаем, что признаком многозначного слова, да, является то, что хотя бы два значения в структуре многозначного слова между собой все равно связаны. То есть не каждое с каждым, но все-таки хотя бы два связаны. А вот когда между лексико-семантическими вариантами эта связь ослабевает и прерывается, то многозначное слово дает нам, так сказать, пополнение словарного запаса. У нас появляется два отдельных слова, да, два самостоятельных. Характеризуя такие случаи появления амонимов, как раз Виноградов и говорил, что амонимия является пределом лексико-семантического варьирования слова. Примерами такого способа появления амонимов могут служить слова коса – речная отмель, коса – название прически, коса – орудие труда. Первоначально в древнерусском языке это было слово многозначное, поскольку все значения были связаны на основе сходной формы этих предметов. Многозначными были и слова лихой в значении смелый и лихой злой, приносящий беду. Чинить, ну, исправлять и делать пригодным, мы, например, чинить, устраивать препятствия, да. Ну, кулак – зажиточный крестьянин, и кулак – это кисть руки со сжатыми пальцами. Амонимы такого типа, как вы поняли, принято называть семантическими. Образование семантических амонимов – это, понятно, процесс очень длительный, но в то же время постоянный, и, следовательно, он предполагает наличие разных промежуточных случаев между полисемией и амонимией. И, кстати говоря, в разных словарях, поэтому по-разному некоторые слова могут трактоваться. В одних словарях это еще многозначное слово, то есть это значение в структуре многозначного слова, а в других словарях, допустим, уже показано, что это два самостоятельных слова, два амонима. И очевидно тогда, что разграничение полисемии и амонимии – это непростой вопрос, и вопрос для лексикографии, например, принципиальный. Поэтому существуют и описаны критерии разграничения таких лексических отношений. Но эти критерии, сейчас вы увидите, да, их несколько, они все равно не могут быть, конечно, стопроцентными, и чаще всего говорят о том, что их надо применять комплексно. Всего таких критериев 4. Ну, давайте скажем о них. Первый критерий этимологический.
этимологически. Его суть очень простая. Суть в том, что амонимами считают слова разные по происхождению. Если же значения слов связаны общим происхождением, то чаще всего говорят о полисемии. Значит, разные по происхождению – это амонимы. А общее происхождение – это полисемия. Ну, например, клуб дыма – это исконно русское слово, а клуб по интересам – это заимствование, как вы понимаете, из английского языка. Ключ и слова ключ или слово топить – это тоже разные по происхождению слова, это амонимы. Проверка этимологических связей таких слов, конечно, осуществляется по словарям, но вообще этот критерий – это все-таки область только исторической лексикографии. А вот второй критерий называется словообразовательный. Он интересен. Вот смотрите, он заключается в чем? Подбираем однокоренные слова и сравниваем словообразовательные цепочки. Слова-амонимы, понятно, имеют разные словообразовательные ряды, и в них отсутствуют похожие члены. А у многозначных слов, считается, в рядах обязательно есть одинаковые или близкие члены. Ну вот два ряда. Мир, Вселенная, земной шар. Вот его цепочка, да, мировой, всемирный, мирской. И мир – согласие, отсутствие войны, да? Мирный, перемирие, мириться. Вы видите, в этих рядах одинаковых членов не обнаруживается. Следовательно, эти слова считаются амонимами. Но тут можно сказать, что далеко не всегда расхождение словообразовательных рядов связано с разрывом связи значений. Такое же расхождение возможно и у разных значений многозначного слова, так что и этот второй критерий не окончательный. Третий критерий называется синтаксический. При таком способе анализируется сочетаемость слова, и выявляются его сочетаемостные связи, то есть анализируется синтагматика. Если значения анализируемых слов имеют похожую или даже одинаковую сочетаемость, то это, конечно, свидетельство многозначности. Если же сочетаемость различная, то это амонимия. Например, дача приятеля. Чья дача, кого дача, требуется зависимое одушевленное существительное. Да? И дача показаний. Дача чего и сочетается с неодушевленным существительным. Однако этот критерий не окончательный. Далеко не всегда реализация разных значений в разных синтаксических конструкциях связана именно с семантическим разрывом. И, наконец, как раз семантический критерий. Суть этого критерия состоит в том, что при подборе синонимов обнаруживаются одинаковые или близкие семы. Если подобранные синонимы между собой синонимичны и имеют близкие родственные семы, то перед нами полисемия. То есть у синонимов к этим значениям есть совпадение, да, есть близость смысловая. Ну вот сравните синонимические ряды. Коренной житель – это житель исконный, основной, первоначальный, да, и коренной вопрос главный, основной, первостепенный. Ну вот, первоначальный, основной, первостепенный. В синонимических рядах этих значений, коренной житель, коренной вопрос, есть близкие по значению слова, значит, это значение одного полисемного слова. То есть перед нами значение одного слова. А, например, слово «такт» в музыке, да, это метрическая единица, и такт в значении умения вести себя являются амонимами, потому что их значения никак не связаны друг с другом, и синонимы, если мы сможем их подобрать, не будут иметь общих смысловых элементов, общих сем. Мы видим с вами, еще раз повторю, нет ни одного точного критерия разграничения полисемного слова и амонимов, а поэтому чаще эти критерии применяют в комплексе. То есть проверяют и по словообразовательному критерию, и по синтаксическому, да, и по семантическому, ну и можно проверить и словари этимологические на происхождение этих слов. Но повторяю, что вот эта невозможность стопроцентного установления, что ли, разницы между полисемией и амонимией, вот наличие таких промежуточных случаев, оно рождает разночтение в словарях, что, конечно, дает определенную трудность в квалификации лексем.
Ну и вопрос пятый, да, вопрос пятый, связанный со стилистическим использованием амонимов. Но я уже привела тут пример, да, хорошее дело браком не назовут. Ну вот давайте продолжим этот разговор про стилистическое использование амонимов. Помимо все-таки основной функции, а это функция семантическая, дифференцировать различные по значению и совпадающие по внешней оболочке слова, ясно, что амонимам присуща вот именно стилистическая функция. И давайте в чем она состоит, рассмотрим. Ну, во-первых, это использование амонимов в одной фразе, что позволяет акцентировать значение обоих слов, придает речи экспрессию, яркую эмоциональность. Это часто используют журналисты, публицисты. Ну, например, «Миру нужен мир». Вот прекрасный слоган, да. Можно в рекламном тексте использовать этот прием. Это стилистическая функция амонимов. Дальше, конечно, амонимы – это средство занимательной языковой игры, да? Обыгрывание слов. Эти обыгрывания значений слов могут придавать высказыванию комичность, двусмысленность. Именно на амонимах строятся шутки и так называемые каламбуры. Но вы видите на слайде, что значит каламбур. Это французское слово, да? Это стилистический оборот или даже миниатюрное произведение. Оно основано на преимущественно комическом использовании либо многозначных слов или омофонов. Каламбуры могут быть построены разными приемами. Могут сопоставляться амонимы, могут омофоны сближаться, могут омографы сталкиваться в одном контексте, в одной фразе, или могут быть переосмыслены устойчивые обороты. Каламбур придает речи особую выразительность, эмоциональность, усиливает художественный эффект, ну и все-таки он позволяет передать какие-то парадоксальные мысли, акцентировать их и так далее. Ну вот посмотрите, я приведу примеры все-таки из художественной речи прежде всего. «Защитник вольности и прав, всем случае совсем не прав». Пушкин, да? «Не щеголяй, приятель, тем, что у тебя избыток тем. Произведение знаем темы, где лучшие погибли темы». Прекрасная совершенно эпиграмма, да? Посмотрите, построенная на омофонах. «Поэзия всегда была моя стихия. Свободно, правдою звучал мой гордый стих». Ну и тут, конечно, просится, да, омофон, да, омоформа, вернее, да, стих глагольная. «Но изувеченный цензурою я стих». Звучал мой гордый стих, но изувеченный цензурою я стих, и только для друзей пишу теперь стихия. Еще примеры намеренного столкновения амонимов как средство вот этой остроумной игры слов. Еще Козьма Прутков писал: «Приятно полоскать дитя или собаку, но всего необходимее полоскать рот». Вот смотрите, это работа с омофонами, да? «Я влез, и он влез. Я завяз, и он завяз». Владимир Даль, вот тоже остроумная работа с омофонами. Столкновение амонимов в одной фразе, конечно, делает речь занимательной, и это ценят не только писатели, хоть мы сейчас посмотрели примеры прежде всего, да, художественной речи, но и журналисты, используя языковую игру, ну, например, в заголовках статей. Часто эта языковая игра связана с амонимами. Ну вот прекрасная, да, особенно мне нравится «народ был», «народ есть», «народ будет есть». Замечательно. Ну или вот, да, фунт сахара и фунт стерлингов. Ну и еще иллюстрация стилистической функции амонимов, заключительное, что мы скажем, да, когда поэт или писатель или публицист совмещают созвучные слова, они ведь, есть такой закон тесноты, ну, это закон тесноты стихового ряда, но все-таки в малом контексте, когда сближаются созвучные слова, мы сближаем те предметы, те явления, те вещи, которыми они обозначены, да? Ну, то есть мы сближаем значения. Такой прием – это вот средство актуализации, и он выполняет задачу сообщения, может быть, дополнительной информации. Вот такое сближение того, что сближать
не должно, и мы не можем. Да? Вот что, собственно говоря, я хотела сказать об амонимии. Итак, что вы должны были, если коротко, вынести из нашего разговора, из нашей лекции. Вы должны, во-первых, понять, что амонимия в широком смысле это как раз обширное явление, пусть внесистемное языковое явление, но вот это явление звукового совпадения не только там двух слов или форм, но и целых сочетаний, да, отрезков текста и так далее. Так вот, это явление, оно проявлено не только на уровне лексики. Вы поняли, что, во-первых, на уровне лексики надо разграничить лексическую амонимию, собственно, лексические амонимы. Мы сказали, они могут быть полные и частичные, да, и смежные с амонимией явления, куда мы отнесли амоформы, амофоны, амографы. Я еще рассказала вам о том, что амонимия прослеживается и на других уровнях языка. Омоморфемы мы увидели. Поговорили с вами о том, каковы причины этого внесистемного явления, каковы причины возникновения амонимов в языке. И поговорили о том, как же разграничить полисемию, да. А напоминаю, одна из причин появления амонимов в языке – это распад полисемии. Как разграничить все-таки полисемию и амонимию, и лексические амонимы, полисемные слова и лексические амонимы. Ну и еще мы с вами сказали о том, какие функции амонимы могут приобретать. Вы можете почитать замечательную книжку Санникова про языковую игру в русском языке и увидеть там многочисленные примеры вообще языковой игры на лексическом уровне, и в том числе языковой игры, которая основана на том или ином использовании амонимов. На этом наша лекция об амонимии закончена. Спасибо за внимание и возвращайтесь, чтобы изучать лексикологию дальше.